Привет, друзья! В этом путешествии я искал в 4 местах. Сначала я решил углубить шурф на фундаменте, где уже были крутейшие находки. Потом разведал лес, где стояла военная часть. Дальше добрался до заброшенного хутора, хозяин которого пропал. И наконец оказался на поле, где мне пришлось копать в обществе медведя. Само собой с находками. Так что ставьте лайк и начнем поиск. Вон под теми соснами фундамент. Сейчас посмотрим, что нам перепадет. Пожалуй, придется еще эти сухие ветки поубирать. Мешают они. Там как раз печка была, где эти сосны растут. Не волнуйтесь, я только сухие ветки обламываю. Ну, так-то лучше. Сомнительный сигнал, конечно. Больше похож на железо. Но все равно проверю. Фундамент все-таки. Ух ты, там или корень, или камень. На корень больше похож. Ну вот там что-то в глубине большое, скорее всего, железо. А может и нет, конечно. Ну, в общем-то, как я и думал. Железо. Корни надо прикрыть снова. Вот следующая ямка. Решил заглубиться. Здесь я 3 года назад нашел те награды. Решил, копну-ка я глубже, сниму-ка я весь этот бугор. Как получится, конечно. Видите, стекло пошло оплавленное. Домик-то горел. Что неудивительно. Ну, во что бутылка в огне превратилась. А вот и кусочек чугунка. Смотрите-ка. Дорылся я до ложки, кажется. Или вилки. Не знаю, что это было. Как сломано. Ну вот смотрите, сигнал отличный. От прибора его практически не чуял. Что-то было очень слабое, непонятное. Потому как здесь так много железа, всяких гвоздей, что, конечно, среди них вот таких вот ржавых. Любой цветной сигнал, если он небольшой, теряется просто-напросто. Ну, видите, если на такой глубине можно найти ложку, значит, можно найти еще что-то. Смотрите-ка, она у нас даже с каким-то было узорчиком небольшим. Ого, слушайте, все-таки это была ложечка. Вот так. Нашел вторую половинку рядышком. Но сломана она была давно, заметьте. О, как хорошо. Там было как-то так. Видите, подходит. Проблема в том, что надо куда-то это отбрасывать. А вдруг там тоже что-нибудь лежит? Вот так всегда на шурфе. Проблемы? Мне кажется, я скоро до центра земли докопаюсь. Тут уже камень фундамента пошел, который был под печкой. А золота все нет.
Не, ну что-то там есть. Чувствую себя каким-то рудокопом. Шахтером. Видите, как расширил яму, пошел пласт горелого дерева, огромные куски угля. Именно, это, я думаю, часть стены сгоревшей. Кстати, и подписаться будет не лишним, с колокольчиком. А если вам просто интересно смотреть, как я веду поиск, и хотели бы поддержать канал, пока он не загнулся, вы можете стать моим спонсорами на Бусти, Патреоне или прямо в Ютубе. Благодарю всех, кто меня уже поддерживает. Какая себе у нас вертолеты летают. В общем, на фундаменте я таки кое-что нашел, но об этом, наверное, расскажу как-нибудь в отдельном видео. А сейчас еду на следующее место. Там хотел давно его проверить. Деревушка когда-то была, заросла лесом. Но месяц назад, когда я там решил копать, приезжаю, опаньки, стоит пост. Зелененькие человечки проводят учения. Так, это уже 2 недели прошло. Другое место совершенно решил подъехать, посмотреть. Ребята, во-первых, тут вояки стояли месяц, наверное, но это бог с ним. Это уже, похоже, не вояки сделали вот то, что здесь творится. Это какой-то кошмар. Не знаю, кому пришло в голову творить такое в лесу. Ну это просто жесть. Это такой капец, просто я не знаю. Вот смотрите, это похоже, сносили где-то дома в соседней деревне. И вот все, что там сносилось, все сюда сбросили. Ну жесть. Ну просто жесть. Засрали лес, извините за выражение, на 100 лет вперед. Ну капец просто. 500 километров отсюда, где-нибудь в Польше или Германии, за такое влепили бы штраф, который потом лет 10 выплачивать пришлось бы. Хорошо, что вы не видите выражения моего лица. Лучше вам его не видеть. Ёперсоте. И это лес. Ё-моё, диваны. Капец. Во, заднее стекло с подогревом. Кому не надо. Не знаю только от какой машины. Тропинок-то они натоптали. Решил пройтись, гляньте. Остатки. О, какой-то шалаш они тут построили. Может, это у них туалет был, хер его знает. Ямы какие-то. Фигки себе. Это точно похоже на сортир. Сидели тут солдатики. Общались с космосом. А это офицерский. Точно. Офицерский толчок. Гляньте, даже не убрали за собой. Так и оставили. О, красота. Редкостная. Вытоптали-то как все. Капец. Дровишки пооставляли. Ну что, на следующее место мы идем. На фундамент я обязательно вернусь, уж больно заманчивое там место. И находки там были классные, поэтому сигналы там до сих пор есть с глубины. Ох, а это значит шансы большие что-то еще найти. А сейчас пройдусь вот тут на полянку одну. Я там еще ни разу не был. Здесь, конечно, слишком высокая трава. Во! Ух ты ж, ё-моё, здесь сплошные заросли. Сплошные заросли, а вот какое-то интересное место я обнаружил. Полянка, и что это такое?
непонятно. Вот это понятно, это тропа животных. Сигнал 90, 92. Неплохой. Надо же. Только включил. О. Будем проверять. О, слышно. И 92. Здесь что-то есть. О. Какой-то кусок цветного металла. Медь какая-то. Вот ё-моё. О, смотрите-ка. По-моему, это остатки погреба. Да. О, какой. Место глухое-глухое. Одни лоси здесь ходят. Ну и копатели. Так, зашел я в перелесок. Тут рядом, прямо с этим сарайчиком. Тут хоть травы нету особо, а сигналов много. Железо уже накопал. Тут сигнал неплохой. Ну как, получше, чем средний. Тут вообще как-то мало цветных. 57, 58. Ну что, копнем. Нет. Лопатка не подведи. Ух ты, блин, корни тут. Ё-моё. Ага. Немножко промахнулся, что ли. Какая-нибудь пробка. О, блин, пропал сигнал. О, хе-хе. По-моему, кругляш я вижу. Хе-хе. Красная монета. Ну, блин, хотя бы не пробка. 20 копеек выпало советских. Так, а какой год? Слушайте, 51 год. Это еще не находил, по-моему, 51-го. Ни разу. Ну, послевоенная, блин. Ладно. Уже есть что-то. Слушайте, тут вот этих тварей просто куча. Достали меня страшно. Капец. Может, кто знает, как от них, я не знаю, защищаться. Я-то вроде одет, но и попрыскался. От комаров помогает, от всяких мушки. А вот от этой мухи, от этой вот заразы, это лосиная муха, или как ее еще называют, клещи-муха это. Короче, нифига не помогает. Может, вы знаете, чем от нее спасаться? Жесть. Слушайте, тут поблизости остатки, похоже, какого-то хутора. Вон сарай завалившийся, и там что-то сейчас глянем. Прошелся я сквозь лес. Сигналы есть. А вот видите, вот он и хуторок, видимо, последний, который тут остался. Тут, по идее, было дома или 4, или 5, не знаю. А это вот последний, интересно. Посмотрим сейчас. Слушайте, ну здесь-то был сигнал. Не очень хороший, даже не стал снимать. А вот видите, что лежит. Ну, это, конечно, советинка. 1 копеечка у нас 33-го года. Тут смотрите, какой сохран. О! Вообще отличный, по-моему.
Да, смотрите-ка, домик. Здесь деревья, дубы, хуторок. Хуторок уже заброшен серьезно и давно. Интересно, интересно. Вон яблони погибшие. А вот еще живая, кстати. Интересно, что за сорт. Бывает на старых участках такие яблочки. А, так слушайте. По-моему, это Антон. Очень похоже. О, смотрите, какие попадали. Точно, Антон. Шикарно. Вон еще висят. Домику уже хана. Тут какая-то клеть. Тут уже птицы гнездо свили. Наверное, кто-то наведается из местных. Видите, что тут клямки какие древние. Ох. Запустение и печаль. Рядом заросший огород. Даже какой-то выживший физалис. Декоративный, кстати. Похоже. И сад. Вон калина красная какая, а? Зашел я в сени, благо замка нет. А тут, гляньте, на двери записка. Написано: добрые люди, закройте, пожалуйста, дверь. Просит вас хозяин. Слушайте, ну хозяин есть, значит. Хотя, сколько лет записки, тоже неизвестно. О, ножик на окошке лежит сломанный. Закройте дверь, значит. Типа заходить можно, главное закрывать потом за собой. О, блин. О, мне кажется, что тут уже хозяина нет. А может, люди добрые постарались. Которые тут до меня пробирались в дом. Ох-ох-ох. Может, они что-то в печке искали? Выглядит жутко. Интересно, что потолок обвалился, а кровля нет. Вот это странно выглядит. Вот. Хана домику, все. А место такое глухое, что его даже не снесут. Смотрите-ка здесь, что висит-то. Хомут. Лошадка была у хозяина, однако. Беда, огорчение. Да, знаете, довольно часто, когда я заглядываю в такие заброшенные дома, прям холодок по спине. Как представлю, вот где сейчас хозяева, почему они ушли отсюда, что вообще произошло, почему не вернулись. Но еще больше пугает и как-то еще больше тревожит, когда представляю, что мало ли что, а вот и мой дом может однажды превратиться вот в такое. Не дай бог, конечно. Да, какой здесь грустный натюрморт, друзья мои. Ну ладно, закроем дверь, как хозяин просил. Хотя мне кажется, что почему-то, что его уже нет в живых, этого хозяина. Фух. Мне тут, кстати, новая лопатка. Я ей покопал всего пару часиков. Видите, какая у нее форма. Правильная форма. Надеюсь, оправдает себя. Ну вот, друзья, сигнал. Смотрите, думал, пробка будет. А это у нас что-то выпало. Пломба, а не пробка. Ого, здорово какая. Слушайте, по-моему, даже царских времен еще. Ага. Короче, вижу номер 21, что-то там ЖД, по-моему, железнодорожная у нас пломба какая-то. Смотрите, и станция сверху написана. Ого! Ого, какое здесь здоровенное яблоко. Это вот с этого дерева падали. Видишь, как сломалась большая ветка. А вот проволока, видимо, когда-то ее держала. Да, дикое место. Даже столба с электричеством нет.
Может, тут вообще без электричества и жили. Ух ты, солнышко выскочило, гляньте. Мне кажется просто, что вот этот дуб куда старше, чем этот дом. В несколько раз, соответственно, здесь могли жить и раньше. 100%. Значит, должны быть и находки. Правильно я говорю? Ага. На этой яблоньке, друзья, смотрите. Это, наверное, самый старый скворечник, который я когда-либо видел. Гляньте, что интересно. Он сделан из цельного ствола, выдолблен. Вот это да. Вот так вот. Пройдет еще лет 20, 30, 50. И мало что здесь останется. Дома уже не будет. С трудом можно будет понять, что здесь жили. А дуб будет себе стоять без проблем. Еще много-много лет. Есть в этом что-то такое. С одной стороны печальное, а с другой стороны жизнеутверждающее. Только сказал что-то про жизнеутверждающее, слышал, вышел на это поле, уже иду обратно к машине, чтобы ехать дальше. Тут, видите, натоптано местами. Видимо, кабаны здесь, лоси, лёжка у них тут. Или что, иду и смотрю. Смотрите, что здесь лежит. Мама дорогая, здесь лежат обглоданные лапы какого-то зверя. Вот я сейчас думаю, чьи это лапы. Кто-нибудь разбирается? Так, нервных просьба не смотреть. Похоже, это у нас косули. Лапки, судя по длине. О. Вот это жесть. Съели тут косулю и растащили. Вопрос кто? Неважно кто, важно валить отсюда, пока не стемнело. Ну что, поедем дальше. Продолжим нашу разведку. Слушайте, эти мухи, заразы, поналезли в голову. Ну что, сейчас подъедем еще на одно место. Там был перекресток двух больших дорог. Рядышком здесь церквушка. И был постоялый двор. Ну, а на этом поле была деревня, которой уже нет. Тут тоже у нас яблочки. Не, прошелся я, ребята, там все заросло вот таким бурьяном. Значит, копать будем весной, когда он уляжется после снега. Хотя место многообещающее. Пока я еду на следующее место, поставьте лайк и напишите комментарий. Если вам не все равно, конечно. Посмотрим, как это понравится Ютубу. Подъехал я на это поле. Думаю, может, здесь проверю сигнальчики. Никогда здесь не копал. Вот так, ребятки, иду я себе краешком поля. Смотрю, какие-то следы, вон, смотрите, идут. Думаю, может, лось. Пригляделся, не похоже на лося. Смотрите. Что это за лапа? Вы посмотрите размер. Вы посмотрите, бляха, размер. Вот следы, раз, пальцы, раз, два, три, четыре, пять. Слушайте, я таких следов в жизни не видел. Мне почему-то кажется, что это медвежьи следы, но я бы никогда... Вон, посмотрите, посмотрите. Ё-моё! Вот тут хорошо видно. Размер. Короче, 42 размер у него. Только широкое лапище. Ёккалэмане. Вот. Офигеть! Медвежьи следы. Я думал, они у нас водятся только в пуще. Трындец. А я думал, тут покопать. Тут сожрать могут. Волки косулю сожрали. Тут вообще медведь. Капец какой-то. Просто жутко. Реально. Ну и весело. Зацените размер стопы. Больше 20 сантиметров. Во. Пинпоинтером измерил. Даже не знаю, что это я такое выкопал. Загадочная какая-то железяка. Солнце садится, друзья. А сигналы-то начались только на другой стороне поля. Видите, прошел эту зеленку. Здесь только спахали. Где-то. О, четкий сигнальчик. 91, 89, 91.
Так, копнем-ка мы. О, промахнулся. Где-то здесь поглубже, значит. Сигнал-то поглубже, чем я думал. Может, что большое. Хотя нет, отрывистый. Что никак не выкапывается. Я около меня. Копать, кстати, удобно. Лопатка отлично. Для такого грунта. О, вот он. Ой, четенький какой. 88. Хороший сигнал, слушайте. Ну-ка. Что-то я не вижу ничего. Вот что-то. О, вот оно. Хе-хе. О. Слушайте, по-моему, это серебришка у нас выпала, а? Какое-то. Интересно, какое. О, слушайте, это у нас опять советы, но на этот раз у нас белончик. Смотрите, какой. 23-го года. Вот такие гораздо реже попадаются, чем более поздний там. 26-го. 26-го. 25-го. 30-го. 28-го. 24-го. Отлично. Вечер перестает быть томным. Правда, холодный становится. Ну, неплохо, я считаю. О как. Он ходит медведь за мной. Вот чувствую. Там собаки лают, а тут медведи ходят. Вот такая вот у нас в Беларуси веселая жизнь пошла. Холодает. А у меня через 10 минут следующий сигнал. Что-то мелкое. О, это у нас полкопеечки. Вот там года не вижу. Да, это полкопейки у нас советский, 27-й год. Ну, тоже неплохо, хотя что-то одни советы, странно даже. Вот и следующая находочка у нас. 5 минут не прошло, копеечка выпала 31-го года. Ну что, друзья, место разведано. Вот так уже темнеет конкретно. Что-то не хочется здесь с медведем наедине оставаться. Сейчас вернусь. Подъеду еще на одно место по дороге. Там прям рядом с трассой. Думаю, там медведей не будет. Но, надеюсь, будут хотя бы находки. Точно как-то не сильно густо сегодня. Ну вот, друзья, очередные загадочные следы. Смотрите, иду. Что это за следы? Чьи? Я таких в жизни не видел. Это вообще странно выглядит. Вот еще, по-моему, где-то тут. О! Хотя вот трехпалая. А ну если трехпалая, то может это какой-то здоровая птица. Тут вот выглядит везде как будто двухпалая. Сейчас хлебнем чайку и продолжим. Ну вот, друзья, видите, 5 минут я тут походил. Вышел на поле рядом с деревней. Тут и машины рядом ездят. Вот первая монетка. Ох, елки, протерлась у меня перчатка. Монетка, по-моему, у нас грошек выпал польский. Да, 2 грошика. Класс. А вот и конинка выпала. Хорошо. О, а вот и империя пожаловала. Копеечка, по-моему, выпала. Угу.
Так, друзья. Сигнал был не очень. Я решил проверить. Вот смотрите, что мы видим. Монетка-то покрупнее выпала на этот раз. Ох, по-моему, тройчок. Да, 3 копеечки 49-го года у нас. Ну ничего, сохран более-менее. Ну, глядите. Конинка выпала прям с кусочком ремешка. Вот это да. Как это она так? Так, а вот у этого предмета был такой мощный сигнал. Я же было думал, алюминия кусок. Смотрю, там какие-то остатки петель. Короче, по-моему, это был портсигар. Его сплющила эта крышка от него. Или что-то похожее на это. Вау. Смотрите-ка, что поднял. Подумал, копну-ка я железный сигнал для разнообразия. И у нас тут топорик выпал, гляньте. Целый, похоже. Неплохо. Ух ты. Думал сначала патрон. Думал сначала гильза выпала. Смотрю, тяжелая какая-то. Похоже, пуля. Или даже уже можно сказать снаряд. Ну, пуля, наверное. Выпала. Ведь нет стрелянной. Вон, глядите, что лежало на поверхности. Что это такое, слушайте? А, прорезь какая-то, по-моему, на пряжку похоже. Может, от женского пояса. Прикольно. Друзья, давайте приятно удивлять друг друга. Я вас регулярным и интересным контентом, а вы меня лайками, подпиской и горячим обсуждением в комментариях. Я очень ценю ваше внимание. Спасибо, что смотрите. Всем мира.